Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня у меня новый хобби-влог. Кому интересно такое видео, оставайтесь со мной и приятного вам просмотра! Сегодняшний свой влог я хочу начать с раскраски Ханны Карлсон «Рассветный час». Она у меня стоит по плану, и в этот раз я решила пораскрашивать здесь, в общем, вот такую иллюстрацию. Несмотря на то, что я сейчас стараюсь как-то все где-то поближе к началу, а лучше с самого начала начинать и заполнять развороты, может быть, не за один раз, но все-таки. Ну, вот эту иллюстрацию, она мне нравится, но я пока ее не хочу раскрашивать, поэтому я решила, что раскрашу вот эту. Ну, вот разворотов, наверное, они у меня... Да, вот, например, можно было бы и вот это. Ну, опять же, птичек я в этом месяце и в том уже нараскрашивалась. Может быть, чуть попозже. Там посмотрим. Может, этого кота. Просто вот в дневных грезах у меня тоже получилось. Я сначала одну иллюстрацию раскрасила, там прошел день-два, мне еще захотелось. Поэтому, может быть, и тут так будет. Но вот бумага здесь на ощупь поприятнее, чем в дневных грезах, но иллюстрации интереснее в той. Я сейчас выберу для себя карандаши, вернусь к вам, и мы вместе пораскрашиваем. Вообще, на фоне у меня будет сухая пастель. Ну и, скорее всего, буду брутфунерами здесь раскрашивать. Начну со свечки. Сделаю ее стандартно желтой. Хотя не знаю, как получится, потому что сочетать между собой желтые лично мне всегда сложновато. Я имею в виду, чтобы была какая-то разница, какие-то переходы. Ну, сейчас попробую заодно. Интересно, что получится. Я так вообще все даже более темным цветом выделяю наугад, ничего не продумываю. Поэтому и результат будет совершенно как бы таким неожиданным. Ну, надеюсь, что хотя бы не испорчу иллюстрацию. Но вроде как разница есть между карандашами. Потемнее, посветлее. Ну, мне как-то не хотелось делать свечку другого цвета. Решила, пусть будет вот такая желтая. Вот теперь этих насекомых. С насекомыми все попроще. Да и я не буду здесь заморачиваться. Все по-простому раскрашу. Не, ну всякие там вот свечения, тому подобное должно быть. Все вроде как. Ну, пока нравится, как получается. Ну, брутфунеры хорошо друг на друга ложатся, ну, на мой вкус, хотя еще от бумаги многое зависит. Но в целом меня все устраивает, поэтому я рада. Тут без заморочек крашу. Легко сейчас у меня Ханна идет. Так, глядишь, еще какая-нибудь раскраска появится. Да нет, но у меня как-то сильного желания нет. Если бы было, я то и раскраску бы купила. Но пока какого-то явного желания нет. Но зато есть желание двигать все это вперед. А там посмотрим. Все-таки я как-то скучаю вот по
всяким сюжетным раскраскам, то что раньше действительно, вот я говорила, ну да, сначала мандалы, узоры были, потом всякие сюжеты, но как-то это в равных пропорциях, а сейчас вот очень много преобладает по номерам. Процесс постепенно движется. Я еще достала розовый карандаш, раскрашивала тут бусинки. И потом взяла Берлинга металлик, два вот этих цвета, и сейчас вот здесь раскрашиваю. Конечно, в наборе брутфунеров есть и золото, и серебро. Ну, плюс у меня есть BG металлик, но в Берлинге все-таки 12 цветов. И, ну, короче говоря, металлики лучше, когда, если требуется сочетать несколько оттенков, то, конечно, Берлинга взять удобнее. В общем, сейчас продолжу здесь постепенно раскрашивать, а потом буду делать фон, а далее уже добавлять, возможно, где-то белую ручку, где-то с блестками ручки, может быть, где-то потребуется черный карандаш, но это все в процессе, пока я еще не знаю. Сухая пастель будет мунга, так как она наиболее яркая, пигментированная из того, что у меня есть. И, соответственно, мне бы хотелось сделать фон ярким таким, ну, темным, что-то, чтобы был контраст. Но это я как бы предполагаю, а как будет на деле, я не знаю. Ну, по краям типа должно быть темнее. Это как мне хочется. И здесь, скорее всего, будет 3 или 4 оттенка. А может быть, даже и более. Может быть, 5 мелков задействую. В общем, сейчас все достану и буду, ну вот когда дораскрашиваю здесь, и уже буду заниматься фоном. Сейчас у меня по плану я люблю раскрашивать фламинго. Ну, я посмотрела, чтобы мне здесь раскрасить. В прошлом месяце вот эта иллюстрация была. Это у меня тоже уже раскрашено. Ну и я решила, пусть будет вот это. Хорошая иллюстрация, но я не могу сказать, что я прям... Ну, я бы ее оставила на потом, в принципе. И, наверное, раскрасила что-нибудь здесь еще, но пусть пока идет по порядку, а там уже посмотрим. К тому же я задумалась, чем вообще пораскрашивать. В принципе, здесь односторонние иллюстрации, многое, что можно задействовать, в том числе и маркеры. Я тут вспомнила, что у меня есть из Fix Price выкручивающиеся восковые акварельные карандаши. Давно я их не использовала. Ну и вот будет как раз повод. В принципе, они нормальные. Я вот за все время, как они у меня появились, я не могу сказать, что я очень много ими раскрашивала, но периодически фон делала. Особенно я люблю раскрашивать единорогов. Там неоднократно я их использовала. И еще где-то. Ну вот, сейчас я их и задействую. Какие-то цвета. Оранжевый, наверное, возьму. Может быть, какие-то такие. Посмотрим сейчас. По крайней мере, задействую, чтоб не лежали. Я их хочу задействовать вот здесь. А тут, скорее всего, будет сухая пастель. Ну, а тут, наверное, карандаши. Скорее всего. Ну что ж, сейчас я
возьму воду, кисточку и вернусь к вам. Будем раскрашивать. Мелки вообще я незаслуженно как-то так обхожу вниманием. Может, их, конечно, на видное место надо поставить, хотя вроде бы я и помню, что они у меня есть. А они хорошие. Не знаю, как получится, потому что я здесь много цветов из того, что есть, решила задействовать. Но не все, правда. Большую часть. И непонятно, как оно будет. Ну, как-нибудь будет. Я думаю, что если даже что-то, то можно исправить. Но хочется верить, что будет хорошо. Начну со светленького. Больше всего меня здесь оранжевый пугает, но я считаю, что он здесь необходим. Да, вот здесь немножко грязновато получилось. Размывается хорошо. Ну, по крайней мере, неплохо. Нет, вроде вот сейчас вот я смотрю, мне не очень нравится. Какое-то такое смешанное чувство. Не могу понять, нравится или нет. Вроде как. Да нет, вроде нормально. Пока здесь все высыхает, я решила пораскрашивать в Дарьи Сонг магические рисунки «Сад времени». Как вы знаете, мне бы ее хотелось закончить за год, то есть начать и закончить. Ну, начать я начала и даже пораскрашивала. Насчет закончить я уже, конечно, сомневаюсь. Но, тем не менее, вот, какое-то время я снимала прям отдельно челленджи. Но я поняла, что так я ее буду медленно раскрашивать, потому что, ну, я уже рассказывала, что здесь однообразные иллюстрации. Короче, я решила показывать потихоньку в составе хобби-влога. По идее, тут вот можно такие иллюстрации пораскрашивать. Но, например, теми же мелками их не пораскрашиваешь, так как они, может быть, и не супер злостно, но протекают. Ну, здесь-то еще не показатель, потому что все мокрое. Вот. Но все-таки они имеют место быть протечки. Я решила, что еще не раскрашивала ничего подобного, так что пусть будет у меня такая иллюстрация. Наверное, я задействую сухую пастель. Так будет вернее всего, по крайней мере, фонарики точно можно сделать с сухой пастелью. Единственное, что мунго у меня нет оранжевого цвета. И, наверное, придется задействовать петербургскую. А может быть, я здесь пораскрашиваю карандашами, а здесь и на фоне будет как раз-таки сухая пастель. Но раскрашивать я буду только одну иллюстрацию, вторую я как-нибудь потом раскрашу, чтобы это не приедалось. В общем, сейчас все достану и опять же пораскрашиваю вместе с вами. Начну я раскрашивать непосредственно карандашами вот этот фонарик. Вот здесь у меня лежит икеевская рядом коробка, где у меня самые необходимые карандаши, ручки лежат и тому подобное. И вот прям на поверхности лежало два карандаша, два полихромоса, желтый и оранжевый. Собственно, оранжевый мне был нужен, желтый тоже, поэтому я решила, что, значит, буду ими и раскрашивать. Вот.
Это я уже результат покажу, скорее всего, в конце месяца, потому что, ну, в этом влоге я не успею. Пока все это сейчас высохнет, наверное, даже для ускорения надо положить на батарею. Но вот эта часть, если изначально мне не нравилась, то вообще-то очень даже неплохо смотрится. Вот. Но в любом случае, чтобы раскрасить дальше, нужно ждать. Потому что сухая пастель здесь, карандаш здесь, чтобы не размазать ничего. Ладненько, давайте приступим. Цвета как-то вот я представила сразу себе, по крайней мере, у этого фонарика. Ну, вот желтый цвет я сейчас добавила хаотично. Ну вот и на момент, как я вот сейчас только-только первые штрихи делала, у меня еще, ну как, только цветовая палитра была перед глазами, а как именно я буду красить, я не понимала. Сейчас уже стала понимать побольше. Как-то все приходит в процессе. Переходы не везде плавные, но сглажу. Вроде бы и не самая сложная иллюстрация. Ну вот, так вот, мне кажется, хорошо будет. У меня дома такой фонарик с лампочкой на батарейках. Вот как раз таки оранжевый и зеленый. Очень симпатичные. Вообще хорошо получается. Вот сейчас уже большую часть раскрасила и понимаю, что очень даже неплохо. И сочетание прям удачное. Главное сгладить все такие более грубые переходы, и будет хорошо. Ну, какими цветами еще буду красить, не знаю. Может быть, в том числе и зеленый будет цвет. Ну или все одинаковое. Ну, наверное, лучше разное, скорее всего. И хочется видеть эту иллюстрацию яркой такой. Но не знаю, как выйдет. Ну что ж, это видео я буду завершать. Если оно понравилось, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Чтобы не пропустить новые видео, нажимайте на колокольчик. Мой инстаграм 37, рыжая 38. Под видео в инфобоксе вы найдете разные интересные ссылки. Я благодарю вас за просмотр и желаю вам прежде всего здоровья, хорошего настроения, вдохновения во всем, не только в нашем хобби, ну и, конечно же, комфортной, теплой осени. Пусть еще побольше до зимы будет у нас теплых, уютных деньков, тем более, что действительно осень — это очень классное время года, поэтому хотелось бы, чтобы погода нас радовала. До скорой встречи, всем пока-пока.